Приветствую вас, друзья, в эфире «Геоэнергетика Инфо». С вами на связи Светлана Пикта и Борис Марцинкевич. Борис Леонидович, здравствуйте. Всем добрый день. Итак, Пекин объявил о введении 15% пошлин на американский газ буквально через несколько минут после того, как Трамп ввел 15% пошлины на товары из КНР, если я все правильно поняла. Борис Леонидович, как это отразится на мировом рынке газа? Если смотреть уж полностью на то, что решил использовать Китай, это 15% пошлины на американские СПГ, 15% пошлины на американский уголь и 10% пошлины на американскую нефть. Вот давайте попробуем по порядочку разобраться. Но СПГ, поскольку это сейчас модно и современно. Фраза «Китай ввел на американский газ», ну, традиционно для журналистов, давайте подумаем, что это значит для компаний, которые реально занимаются поставками американского газа в Китай. Начать опять придется с американского законодательства, никуда не денешься. Такова страна происхождения товаров. Если вы некая компания, которая желаете приобрести СПГ, производимый на территории США, такая максимально полная схема. Пункт первый. Вы двигаетесь на национальную биржу Хенри Хаб или на ее подразделение в каком-то из нужных вам штатов, приобретаете партию газа в обычном состоянии. Дальше вы оплачиваете услуги по доставке газа на завод по сжижению. В обычных случаях это 10-15% от стоимости газа. Но перед этим вы подписываете контракт с американской компанией, которая владеет заводом СПГ. Так называемая толлинговая схема предусматривает авансовый платеж и наличие в договоре пункта «сжижай и или плати». Аванс вы заплатили, вы, грубо говоря, арендовали оборудование по сжижению газа. Если вы не желаете оборудованием пользоваться, аванс пропал. Если желаете пользоваться, будьте добры доплатить. Вот выполнив этот пункт, вы доставили приобретенный газ, вам его сжижили. Поставки в США идут на условиях ФОБ, Free on the Board. То есть с того момента, как произведенная СПГ появляется на борту вашего танкера или зафрахтованного вами танкера, это ваша собственность. Вы имеете полное право везти куда угодно или вообще не везти. Выйдете из экономической зоны и сливайте в океан. На этом американское законодательство выполнено. Почему присутствует пункт «сжижай или плати»? Понятно. Есть кредитные обязательства. Даже в том случае, если работа не идет, какой-то минимальный финансовый поток позволяет владельцам СПГ-завода рассчитываться с банком. Соответственно, американские компании газ в Китай не везут. В Китай газ везут китайские компании. Невероятно. Кто бы мог подумать. Тем более, что если говорить о некой схожести России и Соединенных Штатов, у Соединенных Штатов танкеров газовозов практически нет. Им это, собственно говоря, и не надо, потому что они работают на условиях free on the board. Кто какую лодку привел, туда и выливаем. Кто приплыл на плоту, кто приплыл там, я не знаю, на чем еще, на катамаране. Соответственно, эти 10% пошлины предстоит платить китайским компаниям. Что это означает для них? Если у них есть своя сеть сбыта, то есть принадлежащие им регистрационные терминалы, трубопроводы, какие-то подземные хранилища газа, электростанции, ну, наверное, могут и повезти, а могут и нет. Что с экономической точки зрения оптимально? Ну, связаться с какой-нибудь компанией в Сингапуре, вежливо поинтересоваться, откуда получаете СПГ. Из Австралии ответ. А давайте вы нам в Китай привезете ваш австралийский СПГ, а мы вам поставим ваш американский. На этом комбинация закончена. Никто не проиграл. Географически приблизительно в одно и то же место идти, недалеко там от Китая до Сингапура, от Сингапура до Китая. То есть так называемый СВОП. Беспошлинный товар из Сингапура, беспошлинный товар в Сингапур. Сингапур пошлину против американского СПГ не выводил. То есть, если говорить о краткосрочном каком-то варианте, то ничего страшного не произойдет. Но вариант не будет краткосрочным, потому что 70% СПГ, приобретаемые в Юго-Восточной Азии, идут на основании долгосрочных контрактов. Это не Европа, здесь не любит целиком и полностью отдаваться на волю спотовых цен. Соответственно, есть долгосрочные договоры у китайских потребителей с американскими производителями.
Разрывать контракты за введение пошлин, может быть, кто-то пойдет на это, может быть, кто-то не пойдет. Может быть, вот такие своповые поставки, рядышком есть всевозможные Таиланды, Южная Корея, тоже крупные потребители СПГ, и с ними вот так на свопе поменяться можно договориться. В том случае, если не договорятся, ну, под угрозой, естественно, все вот эти долгосрочные договоры. Если там предусмотрены штрафные санкции, то, вероятнее всего, Китай будет искать рынки сбыта для приобретаемого им по этим долгосрочным договорам СПГ, произведенного в США, чтобы поставлять его в какие-то третьи страны, но не в Китае из-за пошлины. И, соответственно, надо будет искать беспошлинные СПГ. Кто на этом может выиграть? Ну, достаточно очевидно. Все производители. Катар, может быть, даже Россия, не исключено. Если мы действительно будем заниматься производством СПГ, увеличивать не только технологической мощности, но и строительство танкеров, газовозов усиленного ледового класса. Ну и третий момент. На территории США есть целый ряд проектов строительства заводов СПГ. Обоснованием для получения кредитов традиционно, опять же, для американского рынка являются долгосрочные контракты. То есть завод, компания-владелец завода приходит в банк с бизнес-планом, в котором четко обозначено, куда будет сбываться СПГ. Вот опять же, с учетом тех самых условий «сжижай или плати». Банки идут навстречу. Если в числе таких компаний, которые подписывали долгосрочные, так скажем, авансовые контракты, завод еще не построен, но договор уже есть, то, вероятнее всего, чтобы не связываться вот со всем перечисленным, свопы, новые рынки, новые поставщики, китайцы могут просто выйти. Соответственно, в зону риска попадают все американские СПГ-проекты, находящиеся на стадии реализации или на прединвестиционной стадии. Так что есть краткосрочные последствия. Я думаю, что китайские компании легко с ними справятся за счет свопа. А вот что будет на долгосрочных, на длинных дистанциях, ну, будем наблюдать. Разумеется, полную информацию о том, подписывали ли китайские компании договора с строящимися заводами, с планируемыми к строительству заводов, у нас нет, но я думаю, что постепенно нам Всемирное информационное агентство, один Bloomberg сказал, все обязательно расскажет, потому что это касается гегемона, а интересы гегемона надо отражать. Что касается угля, если смотреть на структуру поставок, в основном Китай закупал коксующийся уголь, тот, который в месторождениях Китая не особенно широко представлен, и который достаточно активно выбирается. Коксующийся уголь – это сталелитейная промышленность Китая со всеми отсюда вытекающими. Приобретать уголь на 10% дороже с учетом спада на мировом рынке, ну, вряд ли найдутся желающими, поэтому это окно возможностей, опять же, для наших угольных компаний. Но это как бы отдельная тема для разговора. Надо учитывать, что и Австралия вряд ли будет проходить мимо такой возможности. 10% подорожания американского угля, так скажем, образующие наши налоги угли добываются как раз в Австралии. То есть размер пошлины налога на добычу полезных ископаемых, которые платят угольные компании Кузбасса, зависит от того, сколько стоит каменный уголь в Австралии, что абсолютно логично. Большое спасибо Министерству финансов Российской Федерации за то, что настолько аккуратно соблюдает элементарную логику. И, конечно, поклон в пояс Министерству экономического развития, которое разработало вот такую замечательную концепцию. Методику расчета налогообложения российских угольных компаний. Многие почему-то говорят, что делает это английская компания Argus. Это неправда. Argus получает заказ от Министерства экономического развития, приносит свою методику расчета, заказчик вправе либо порвать ее пополам и выкинуть, либо поставить подпись. Если подпись поставлена, значит, это методика Министерства экономического развития. Он заказчик, он молодец. Большое спасибо, что нам не скучно, но приблизительно так же выглядит эта ситуация с налогом на добычу полезных ископаемых на нефть. Так что здесь все хорошо. Что касается американской нефти, то у меня, например, нет информации, нефть каких марок поставлялась в Китай.
Если говорить о классической американской нефти WTI, это нефть легкая, ближайший аналог, причем и географически, и физически, это нефть марки ВСТО, Восточная Сибирь, Тихий океан. Поступает она и в порт Кузьмино, идет она и по самой системе магистральных нефтепроводов Восточная Сибирь, Тихий океан. То есть здесь окно возможностей у России есть, но, конечно, большой вопрос, воспользуемся мы этим или нет, потому что Китай у нас и так уже крупнейший покупатель нефти, и пойдут ли наши нефтяные компании на то, чтобы увеличивать зависимость от китайских потребителей, время покажет. Потому что, с одной стороны, да, подорожает легкая нефть, с другой стороны, санкции пока еще на российскую нефть никто не отменял. Вот аккуратно, но выбирай, но аккуратно. Но с учетом объемов поставок нефти из США в Китай, каких-то больших изменений, больших волнений, кроме, может быть, краткосрочных, потому что у нас, не забываем, что на биржах торгуют не нефтью, а фьючерсами, ожиданиями, что будет через месяц, и рынок фьючерсов, биржевой рынок фьючерсов всегда подвержен словесным интервенциям. Замечательная идиома подобрана. Словесная интервенция. В таком случае Трамп просто выдающийся интервент. С утра до вечера кого-то словесно... Вот, ну, понятно. Не думаю, что здесь будут большие колебания. Так что, на мой взгляд, да, дополнительное окно возможностей у наших угольщиков. Есть очевидные риски на долгосрочном сроке по поставкам СПГ. Вызовет ли это колебания на самом рынке СПГ? Ну, вероятнее всего, исключать этого нельзя. С другой стороны, заканчивается отопительный сезон, постепенно в Европе идет к завершению. По оценкам аналитиков, в подземных хранилищах газа останется порядка 40% запасов. В прошлом году оставалось больше 50%, немножко похолоднее зима. Опять же, ничего выдающегося, но это означает, что если Еврокомиссия не отменит свой норматив, 90% заполненности подземных хранилищ газа к началу отопительного сезона, соответственно, где-то вот эти 50 миллиардов кубометров, ну, общий объем подземных хранилищ газа в Европе 107 миллиардов кубометров. Ну, если 40% останется, значит, где-то 60 миллиардов кубометров придется докупать. Вероятнее всего, это, ну, как минимум, приведет к тому, что цены в межсезонье, когда они обычно падают, упадут, но совсем не сильно. То есть ситуация будет тяжелее. Может быть, вот на этом что-то удастся тоже китайцам сыграть. Долгосрочные контракты не прерываем, но поставляем газ туда, где он подороже. Европеец, он же не мамонт, он же не вымрет. Так что спрос здесь будет оставаться. Ну, по крайней мере, китайским компаниям теперь не скучно. Если раньше просто подписали договоры, фрахтуй сюда, вези СПГ, то теперь можно маневрировать по Юго-Восточной Азии, можно смотреть в сторону европейского газового рынка. Ну, я не думаю, что какие-то будут сильные потрясения именно в связи с введением американских пошлин. Ну, а что касается двусторонних отношений США и Китая, напомню, оборот порядка 680 миллиардов долларов, из них поставки из США в Китае порядка 180, то есть очень сильный дисбаланс, а с учетом того, что в Китай поставлять, ну так вот, еще раз, в Китай что-то поставлять. Чем бы таким могла удивить промышленность Соединенных Штатов? Да ничем. И, соответственно, вот и идут поставки нефти, СПГ, угля, дерева, ну и других сырьевых товаров. Дональду Трампу не нравится, что Соединенные Штаты превращаются в сырьевой придаток Китая, что китайские товары на американском рынке с местными товарами конкурируют весьма и весьма жестко. Так что я думаю, что это начало торговой войны. В 2018 году она уже отгремела, потом стороны сумели прийти к каким-то компромиссным уступкам. Вроде бы все успокоилось, но сейчас мы наблюдаем, что все по новой. Единственное, что Китай реагирует значительно быстрее. Если в предыдущий период он сначала подавал жалобу в ВТО, дождался какого-то ответа,
Сейчас все произошло одновременно. Введение встречных санкций, встречных пошлин, повышение и жалоба в ВТО. То есть не друг за другом, а просто одновременно, не дожидаясь, пока бюрократия внутри ВТО будет реагировать, не будет реагировать, никому неизвестно. Суда там по причине противодействия со стороны США Третейский суд так организовать и не удается. Ну, соответственно, китайцы стали немножко жестче. Мгм. Но еще мы будем помнить о том, что Китай очень такая страна с хорошей памятью. Не буду говорить, что злопамятная, но они могут долго потом помнить вот такие вот резкие шаги. И можно сказать, что это было опрометчиво со стороны США. Тут я не специалист-международник, но выстраивая свою политику в отношении США, Китай, естественно, помнит о том, что вот такой рынок сбыта на 500 миллиардов долларов, как США, ну, достаточно привлекателен. Для того, чтобы найти какие-то новые рынки, требуется время, требуются усилия, требуется поиск платежеспособных клиентов и так далее, и так далее. То есть считать, что Пекин даст отмашку идти в атаку лобовую с поднятыми саблями, нет, не получится. Будет что-то достаточно сложное. Китай руководствуется не эмоциями, не какими-то политическими лозунгами, а собственными интересами. Так что нам будет не скучно, будем наблюдать. Спасибо, Борис Леонидович, за прекрасный комментарий. Друзья, оставляйте ваши комментарии, и мы ждем вас в наших эфирах. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал. Там новости о нашем проекте появляются быстрее всего. Всем всего доброго. Друзья, в очередной раз напоминаю о том, что полное название нашего канала – независимый аналитический онлайн-журнал «Геоэнергетика Инфо». И слово «независимость» после того, как была отключена монетизация со стороны Ютуба, для нас стало дорогим, ценным, близким. Для того, чтобы сохранять независимость, вы прекрасно понимаете, что в наше тревожное время необходимо прежде всего альтернатива, поиск спонсора, который будет задавать нашу новостную повестку, нашу, так скажем, стратегию и тактику, нам кажется не самым удобным. Поэтому напоминаю о том, что нас можно видеть прежде всего в нашем телеграм-канале, где мы стараемся сообщать все новости, касающиеся нашей работы, наших новых проектов. Вы нас можете видеть на портале ВКонтакте, вы нас можете видеть в Дзене, вы нас можете поддерживать за счет того, что у нас имеется страница на Sponsor.ru. Все это будет в описании под этим моим кратким вступлением с напоминанием о том, что если вы хотите, чтобы проект «Геоэнергетика Инфо» продолжал развиваться, нам необходима ваша помощь и поддержка. Большое спасибо за внимание.